Вот опять по поводу этой кармической сети. Она говорит, и это не ментальное, не умственное, это обстоятельства, зависящие друг от друга совершенно невидимым внешним образом, безо всякой ментальной логики, но они словно связаны друг с другом. Если сознавать это, действительно сознавать это, то так можно менять обстоятельства. Вот эти кармические обстоятельства. Так вот, любопытно, что находясь в кармической сети, в самой, да, и обладая элементами нового сознания, я не говорю, что новое сознание целиком, но элементы нового сознания у вас уже имеют место быть. То есть элемент сверхсознательной психической действия. Вы можете своими правильными, спонтанными действиями, без ума, корректировать нежелательные и даже пагубные последствия, которые заложены в вашей кармической программе. И, соответственно, тот, кто с вами связан, вот по кармической сети, ваш, так сказать, вот какой-то негативный момент, он может изменить и состояние кармическое с вами связанных вот участников. Знаете, вот есть участник, допустим, одного транспортного происшествия. Сознание у него изменилось, и планируемое происшествие не произошло. Планируемое свыше. Ну, бывает так. Понятно? Вот один участник изменил сознание. То есть кармическое следствие уже меняется. То есть паутина перестраивается. Так что от вашей, так сказать, сознательной духовной реализации зависит не только ваша судьба, но и связанных с вами людей. Запомните. Это тоже важный момент. В том числе и близких. А бывает кармическая предопределенность. Вот этот известный случай авиационного происшествия в Казани, о котором я говорил, когда права купил пилот на вождение самолета. Вот это катастрофа. И человек, который опоздал на этот рейс в Москве, он должен быть в Казани вот на утро буквально. И он что сделал? Он полетел рейсом в Набережные Челны из этого же аэропорта, потому что Казань не принимала, аэропорт был закрыт. Полетел и на такси из Набережных Челнов ехал в Казань. Автомобильная катастрофа, лобовое столкновение. То есть не погиб в этом самолете, в котором он должен был лететь. Ну, Господь приговорил. Ну, знаете, вот бывает, я просто знаю эти случаи, ну, из первых уст. Вот. Представляете, вот такое тоже бывает. А не поторопился бы, может быть. Подождал немножко, и все было в порядке. В эмоциональном режиме многие беды происходят у людей. Вот во что бы то ни стало надо. Все. Истина доступна людям, но им нет никакого дела до истины. Истина сегодня действительно легко доступна людям, но им нет никакого до этого дела. Потому что истина сегодня настолько близка к людям, что стоит человеку сделать маленький искренний шажок навстречу ей или навстречу Божественному, как она, сметая все преграды, навстречу вам ринется. Господь только и ждет вот ответа, чтобы кто-то хоть ответил вот на это давление. Кто-то хоть отозвался. Но людям это не нужно. Они сами себе истина. Я когда-то написал, действительно очень сейчас я понимаю точные слова по поводу кармического закона и то, что мы сами творцы всех своих неприятностей. Я сам себе судья и царь и Бог, я сам себе и раб, да и хозяин, я сам себе награды приберег, я сам себя казню и истязаю. Все. Это я как писал, не зная совершенно. Потом, оказывается, это кармический закон. Мой, вот я все это инициирую, инспирирую. Вот что со мной происходит. Все. То есть проблема вот была снята. Тогда уже наполовину я как бы покаялся. Это такое было своеобразное покаяние. Понимаете, да? То есть признал. Интересно было, многое вот рождалось вот в поэзии, многое, что потом, в общем-то, и происходило последовательно в жизни. То есть где-то смутно было ощущение чего-то того, что должно произойти, вот непременно, главного, важного.
но не происходило до времени, а уже все было на подходе. И поэзия меня спасла, иначе бы я либо с ума сошел, либо спился. Вот на то время, когда был духовный кризис. Вот 10 лет меня спасала поэзия. А потом, когда я путь нашел, какая поэзия, выкинуть ее и все. Это можно только ненормально, как Евтушенко там до 90 лет или 80, там, 5 писать стихи. Что ты написал? Ты за 5 лет все уже написал. Что писать дальше-то? А? Вот это сумасшествие какое-то. Так Блок вот говорил: молчите, проклятые книги, я вас никогда не писал. Все, хватит, надоело. Он написал последнюю, вот эту самую 12 поэму. Гениальная поэма. Читали эту 12, а? Это вообще чудо. В белом вечике изрос, впереди Иисус Христос. Он говорит: чего ты написал? Так он говорит: а я вот его вижу. Вот он, впереди. Значит, все на все воля Божия. Он это прекрасно понял. Почему он его поставил туда, вот, как знаменосца новой жизни? И действительно, там слова потрясающие. В белой подписью, поступью над вьюжной. Знаете, вот это как вознесение. Вот он наполовину уже вознесся. Поступь над вьюжной. Вот вьюга, поземка, это как иконы, да? Вот икона, когда человек не на земле и уже, и еще не на небе, вот он это описал. Это вообще гениальные строки, как он конец закончил 12. Вот почитайте, найдите. Это придумать нельзя. Блок был очень ограниченным человеком в ментальном плане и в интеллектуальном. Он так писал ужасно. Вот когда он что-то писал, там надо было вот какие-то статьи там критические, у него ничего не получалось. Он озарениями жил. Вот когда он подключался, озарения шли блестяще совершенно. А так он с ним не о чем говорить-то было. Люди, которые его знают, он двух слов связать в прозе не мог. А жил озарениями. Вот. Ну ладно, о Блоке не будем. У меня это отдельная тема по искусству. Можно болтать на эту тему долго. Но сейчас мы другим занимаемся. Другим. Так что действительно сегодня истина на земле, небеса сходят на землю, однако людям до этого нет никакого дела. Ну, просто никакого дела. Им более привычно и по нраву эгоистическое существование в поле страхов, сомнений, страданий. И пробудить их к сознательной духовной жизни может лишь несчастье и тяжелая болезнь, но и то не всегда. И то не всегда. Понятно? Несчастье или тяжелая болезнь, как крайняя форма кармической педагогики. Терпит божественное присутствие в нас и бьет. Но зачастую и это ни к чему не приводит. Начинается вера в докторов, в лекарства, спасение извне, а о внутреннем спасении никто и не думает. И это зачастую ни к чему не приводит. Так что не дотягивайте вот до кризисных ситуаций таких, а как можно раньше, имея духовный талант, занимайтесь делом. Вот. А все эти события, тяжелые, катастрофические, казалось бы, это сигнал СОС, то есть душа говорит: все, это последний сигнал. И надо в таких случаях как бы начать с того, что искренне раскаяться в отпадении от Господа. Понял, понимаю, и вот это будет и стартовой позицией к началу правильной жизни. Не праведной, а правильной жизни в направлении духовной реализации. То есть понимание того, что все это, то, что с нами происходит, нежелательного и болезненного, это наше собственное творение. По причине отпадения от Господа. Вот и все. Телу все меньше нравится говорить. Все, что говорится, кажется ему ребячеством. Ну, действительно, в новом состоянии сознания менее всего хочется говорить. И вы понимаете, как мне трудно.
перед тем, как начать говорить, прийти и открыть рот. Но когда откроешь рот, вроде уже начинается работа, и вроде ничего. Но так не хочется говорить. Начинать говорить не хочется. Вот когда 2 дня, я уж понимаю, надо говорить 2 дня, я уже настроен. Но когда в Москве надо 2 часа отговорить вот 1 раз в неделю, я иду как на каторгу. Вот иду, ну что ж, знаете, не потому, что вот на каторгу, но дома-то лучше, у меня история тут, все под рукой, я бы сидел, писал, нет, надо проехать в метро, надо начать говорить я уже знаю о чем, вот, знаю, что без толку большей части, вот поэтому, потому что в Москве одни и те же лица, вот, тут хоть что-то новое, может кто-то что-то словит, да, а там вот они ходят, а мало меняются. Но те, кто меняются, есть, конечно. Ну ладно, говорю же, значит говорю. Как Кришнамурти не очень так тактично все-таки спросили, когда, мол, вы помрете? Ну, он, когда тело перестанет говорить. А я бы ответил про себя, когда оно перестанет ездить на велосипеде. Говорить-то ладно. Вот. Интересно говорить только с детьми. С ними можно нести всякую чушь. Абракадабру. Дети, вот я иногда совершенно ставлю детей в тупик. С взрослыми это понятно, они всегда в тупике. Что-нибудь скажешь, они раз, и если находят, что ответить, это вообще замечательно. То есть ребенок может быстро найти, что ответить. А я какую-нибудь глупость скажу, и ребенок тоже как-то быстро срабатывает спонтанно и отвечает на мою глупость вполне осознанным, так сказать, ответом, который звучит уже не глупость. Вот такие интересные моменты, да? Вот, а если вдруг приходится говорить на духовные темы, ну, с кем-то, да, то сталкиваешься с бедностью ментального языка, потому что ментальный язык, вот все, что пытаешься как бы словами выразить, не позволяет выразить вот то, что в молчании очевидно. Молчишь, все очевидно. Как только заговорил, опять путаница начинает. Вы же сейчас включаете ум, и все. Если без ума, это другой вопрос. Но вы сразу пытаетесь понять, о чем идет речь, что я говорю, то есть вы меня не слышите. Поняли или не очень? А когда просто слушаете, не оценивая ничего, тогда есть шанс, что через поток в сердце вы все кое-что усвоите на уровне вибраций. Без оценки. Есть шанс. Так что в молчании слушайте. Хорошо? У тела больше нет потребности знать. У него есть потребность быть полностью вылепленным, приведенным в движение, используемым всеми способами божественным. И у него есть только одна мечта – это позабыть о своем существовании, спонтанно стать выражением чего-то, что оно называет божественным, что является единственной, истинной и верной вещью. Так вот, новое супраментальное сознание абсолютно не приемлет что-либо из того, что составляло основу нашей прошлой жизни. На чем мы базировались, из чего мы исходили, жизни эгоистической. То есть потребность знать, хотеть, действовать и все прочее пропадает. Хочется ничего не делать. Вот, если говорить о слове «хочется», то самое комфортное – это ничего не делать. Вообще ничего не делать. Не получается, то хочешь что-то делать. Надо, значит. Не потому, что хочется, а надо действовать как-то. Вот и все. По необходимости. По велению воли, что ли, не твоей. А если бы в идеале, то вообще ничего не делать. Представляете, просто быть и все. Как здорово. Вам хотелось когда-нибудь ничего не делать? А можете хоть минут 10 ничего не делать, а? Я вот одному человеку сказал, вернее, он мне сказал, говорит: Александр Алексеевич, вот вы говорили, что хотя бы минут 15 или полчаса ничего не делать. Я, говорит, летом на даче попробовал. Минут через 20 чуть с ума не сошел. Надо что-то делать, говорит. Представляете?
Ну, минут 15 можете ничего не делать. Ни в голове, ни руками. Ну, попробуйте, тяжело окажется. Ничего не делать, вот вообще. И вот когда нет этих потребностей знать, хотеть и действовать, то действительно жизнь сильно упрощается. Даже не можешь себе представить, насколько она становится простой. Но вы все равно делаете что-то, как-то действуете, но нет желания вы там делать или действовать. И жизнь очень простой становится. Вы просто делаете. Или просто идете, я говорю, не на работу, а просто идете. И так просто все легко становится. В последние дни было впечатление. Божественно – это все вещи, но мы рождены, чтобы каждый из нас сделал выбор и проявил одну из этих вещей, одну или несколько. И тогда возникает вопрос принятия решения. Но как раз в этом надо полностью сдаться, полностью предоставить выбор Божественному. Ну, надо сказать, что в каждом человеке, без исключения, ступившем на путь сознательной духовной эволюции, сознательно ставшем на этот путь, со временем пробуждается склонность к какому-либо виду деятельности или к определенному искусству. Обязательно это пробуждается. Склонность, готовая максимально проявиться в нем для наиболее полного выражения, что ли, божественного во внешнем мире. Это может быть педагог, врач, ученый, литератор, там, музыкант, художник, уникальный специалист в каком-то мастерстве. То есть по максимуму проявляется вот в том или ином виде деятельности божественно, насколько это возможно, ну, на благо не только тебя, который выражает это, а действительно, что может оказать помощь и другим людям. Тот максимум проявления в материальном мире. И тот человек уже на своем месте в социуме будет сполна непременно творчески реализовывать Всевышнюю волю, помогая тем самым духовному становлению людей, которые получают от него непосредственную помощь или пользуются плодами его труда, в который он вложил вибрации вот, божественной благодати или истины. Понимаете? То есть предмет творения, он может излучать то, чем напитывает его Творец. Вот икона-то древнего письма. Ой-ой-ой, они же не так, как говорят, намолено, просит, дай, Господи, дай. Они создавались людьми, которые в божественном полностью пребывали. То есть они выражение их состояния, их души. Было кощунственным, чтобы вот нанимали там каких-то гастарбайтеров расписывать храм или его строить. Представляете, из железобетона. То есть от теле, которые строили храмы, от теле художников, иконописцев, они молились, постились, они, в общем-то, понимали ответственность, что они перед Господом несут ответственность. Все было напитано вот той атмосферой, которой они являли собой вот в этом состоянии Творца через волю Господа. Вот в чем дело. Почему древние храмы сегодня, иконы древние, обращают на себя внимание и притягивают. А новоделы все, что сегодня, красиво, вычурно, но это, увы, холодно. Великолепное мастерство. Вот сегодня в музыке. Совершенно блестящее мастерство у китайцев. Фантастическое, но холод. Вот пианисты, скрипачи, виолончелисты играют, просто техника феноменальная. Удивляешься, как это можно делать, а души-то нету. Так же, как фигурное катание, оно сегодня какое-то бездушное. Знаете, вот как волчки завели, вот закрутился и проехал, сложный элемент. Вот нет, и все, и больше нет вот того, что было в 60-е годы. Помните это фигурное катание, когда действительно душа пела? Когда не за деньги крутились и не за первые места, а получали наслаждение и радость от того, что делали. Совершенно другие вещи, другие времена сегодня. Это филигранная фантастическая техника, но холод, все.
Я помню, как играли в футбол. Играли, а сегодня отрабатывают какие-то схемы, еще что-то. Играли. Вот слово «игра» – это спонтанность, это… Ой. Ну, если выпало, значит, я пропущу. Импровизация. А сегодня по минимуму импровизация. Вот ты должен это делать, это тот, это туда переместился, если тот пошел туда, ты иди туда. И вот он смотрит, кто куда пошел. Вместо того, чтобы импровизировать и один полкоманды обыграть. Можно это делать при хорошей технике. Врожденной. Это игра, а не каторга. А не соревнования стилей или каких-то систем ментальных, которые тренер выстраивает и заставляет тебя быть винтиком в этом механизме. То есть качественно изменился футбол. Я просто это знаю. Я просматриваю там матчи 50-х годов, вот с чемпионатов мира, есть у меня подборка. Смотрю, вообще совершенно все другое. Просто другое. И сегодняшняя механика, вот эта, она, до тошноты. Вот одно и то же, одно и то же. Никакой вот живой мысли, которая могла бы внести вот искру озарения, остальных заразить. Нет, вот каждый, вот, как-то по-своему, тупо, глупо. Вот. И всякие там появляются дзюбы, и все. Поняли? В пустой голове честь нет, он на голову руку кладет, и это Зюба, великий игрок. Ёлки-палки, вчера им 4 гола врезали, бедный воротарь только, этот самый Гильерми. Его расстреливали буквально там с 5 метров бельгийцы. А то Сан-Марино они победили, Казахстан, великая команда. Сан-Марино, футбол, это вот вообще в микроскоп не увидишь, это государство. Они его победили. Знаете, вот это диктор, они там вот, прямо разрываются, два идиота вот комментируют этот матч. Ничего, если мы забьем 1 гол, то игра успешная. Второй тайм мы сыграли в ничью. Первый тайм 3-0 проиграли, а второй 1-1 у нас. Все нормально. То есть успокаивает таких же идиотов, как они сами. Представляете? Это я вчера посмеялся вечером, включил футбол, думаю, дай-ка посмотрю. Ну ладно. Сейчас по ночам у меня какие-то активности совершенно новые, каких у меня не было прежде. Они чрезвычайно конкретные, в них перемешаны живые люди, те, кого называют умершими, они одинаковы там. За исключением того, что живые, кажется, все еще имеют эгоистические реакции, которые нет у мертвецов. Вот очень интересное наблюдение она по сновидениям делает. Я тоже еще до нее сделал такое наблюдение, что когда ты в сновидениях видишь самых разных людей, там много незнакомых, знакомых живых, но есть знакомые, но уже умершие. И вот у умерших знакомых в мире сновидений у них нет ничего, это фантомы. То есть нет никаких реакций, человеческих, что ли. Это просто фантомы. Знаете, что такое фантом? Вот некий образ мертвый, и он как-то передвигается и ходит, в отличие от остальных, так сказать, участников вот этих самых сновидческих действий. Да. Поэтому, если вы же кого-то видите, а я каждую ночь вижу обязательно в сновидении у людей ушедших, их много уже ушедших-то, да, набирается за определенное время проживания на Земле, вот, то я понимаю, не это, естественно, люди-то думают, что надо свечку бежать ставить, коль вам умерший приснился. Я бы вообще из церкви не выходил по утрам, ставил бы свечки каждое утро, потому что я их каждую ночь вижу. Вот такие интересные моменты. Вот она тоже говорит, они какие-то не такие. И ты знаешь, что его уже нет. И если к нему как-то обратиться, неудобно. Вот сказать, ты жив еще или нет, но ты понимаешь, что его нет, и вроде как он не знает, что его нет. Ты к нему так обратишься, он может и возмутиться. Да? Вот какая-то осторожность есть в общении вот с ними. Как правило, с ними не общаешься. Нет общения, потому что общаться не с кем, это фантом.
Это ощущение фантома. Ну, пустой образ и больше ничего. Но остальные вроде как и живые. Вот. Мать о первой встрече с Сатпремом в 1949 году. Еще сейчас я вижу это. Ты сидел на табуретке или на чем-то вроде скамейки. С тобой были 1 или 2 человека. Но я их не отметила. Я увидела тебя, и вот так, словно, вот этот. В 1949 году она увидела, а когда он пришел там спустя много лет, она его тогда отметила. То есть она уже его отметила знаком внимания. Так вот, при первой мимолетной встрече с Сатпремом, которая состоялась еще при жизни Шри Аурабинды, Шри Аурабинда был тогда еще жив, мать всей душой почувствовала, что этот молодой человек сыграет в ее жизни какую-то очень важную роль. Не знала какую, но вот отметила. И душа не ошиблась, а сам эпизод этой встречи ярко запечатлелся в памяти, в образной памяти психического существа. Душа ее отметила, именно его. Ну, так оно и оказалось. Он был выбран уже на роль бытописателя и человека, который действительно идеи Шри Аурабинды и матери донесет до широкой аудитории, без искажений, в правильном свете. Только когда сознание связано, насколько возможно, с божественным сознанием, только тогда есть смысл существования. И это стало необычайно интенсивным. Разница между жизнью в божественном, благодаря нему и для него, и жизнью в человеческом сознании столь велика, что одно кажется смертью по сравнению с другим. Ну, с некоторых пор, а точнее, со времени полного отождествления с божественным сознанием, смысл жизни видится только в тесном единении со Всевышним, то есть пребывать каждое текущее мгновение в нем. Другого больше нет. То есть смысла иного нет существования. При этом чужим, кошмарным сном видится ваше болезненное прошлое в его ментальном исполнении, с эмоциональной аранжировкой. Думаю, боже мой, как я жил до этого. Для чего? Зачем? То есть есть чем сравнить. Понятно, пока нет сравнения, пока вы в прежнем статусе, ничего другого не знаете, вот только то болото, в котором вы живете и существуете. Есть даже анекдоты, да, пойдем, сынок, домой. Помните? Про гельминтов, про глистов. Там наш дом. Ясно? Так что вот люди живут вот на гельминтозном сознании. Вместо того, чтобы стать победителями, революционерами, нет, вот туда, в Клоаку. Там наш дом. Он может быть веселым, этот дом, да, но уровень сознания и уровень веселости в этом доме, он весьма прискорбен для нового сознания, которому есть что сравнить, с чем сравнить, понимаете? Ну, коль не с чем сравнить, кушайте. Что Бог подал. Вот. Я, может, намеренно заостряю, утрирую некоторые вещи, но они лучше запоминаются. Понимаете? Ну, я думаю, у кому-то лучше откладывается. Кто-то на меня может сердиться, но не сердитесь, лучше отложится. Я чувствую себя на пороге великой тайны, но не ментально, это не мысли, это нечто. И действительно, вот ощущение себя на пороге какой-то великой тайны, потому что тайна всегда должна существовать. Если нет тайны, то смысл жизни тоже теряется, потому что куда мы идем, это то таинственное, неизведанное будущее, которому, в общем, наверное, нет предела, оно все время будет светиться впереди тайной какой-то. На разный уровень, так сказать, вот этой тайны, горизонты расширяются, но тайна всегда должна оставаться. Да? Не будет тайны, не будет смысла существования вообще. Заметили или нет?
Нам-то хочется, ну-ка расскажите нам тайну, и все в порядке. И тогда все будет ясно, у нас все станет на свои места. Не получится. К счастью, не получится. Всегда есть тайна, всегда будет тайна. Вот. И вот действительно, став на путь сознательной эволюции, вы обязательно чувствуете, если вы абсолютно искренне в выборе, что что-то запредельное, невыразимое словами, но непременно должное с вами произойти есть. Вот, что что-то обязательно будет, что вы не знаете, но будет обязательно это. Иначе, встали вы на путь кислые, грустные, с прежним багажом, и тайны никакой нет. Вот если нет ощущения, что впереди тайна, то, наверное, на этом пути тоже вам особо делать нечего. Займитесь рукоделием. А что, тоже хорошо, может, поток пробьет. Знаете, вязание пробивает. Бабульки, которые вяжут, они в Боге обычно. Знаете, вот, у меня бабушка всегда вязала. Она вязала подзоры, вот, кружевные, там, что-то вот так интересно. Вот я смотрю, что-то там рождается. И дочка у меня ходила во дворец пионеров, и делала макраме и вязала. Я удивлялся, как она могла это делать. Но это что-то, наверное, генетически. Вот. Просто как у нее все это получалось, до сих пор какие-то хреновинки остались такие. Я удивляюсь, как она могла это делать. Она чуть ли не с закрытыми глазами это делала. Я вот удивляюсь. Меня все время вот удивляло, как можно это все связать в какой-то узор, и чтобы это все было так, как надо. Но это какой-то ужас. Меня даже удивляет, как вот с отверткой этот самый монтер что-то делает. Если я возьму отвертку, меня током ударит, это уже точно. Поэтому я не дотрагиваюсь ни до чего такого. Потому что если я суну куда-то что-то, либо с рукой что-то будет, либо... я 2 раза чуть не погибал. Дрель незаземленная. И вот так вот через это проходил ток. Я только упал, только вырвалось это самое. Пока я падал, рука-то зажимает, ты же не отпустишь это. И падая из розетки, это дважды у меня было с электричеством. То есть покушение было вот по короткой дуге. 2 руки и вот так. Потом нога, рука была. На балконе босиком. Ну я же бестолковый. Покушение. Вот пользовались моей бестолковостью. 2 или 3, а в детстве церковь, Вознесение Господне. Во дворе этой церкви я жил, родился, меня из роддома туда принесли. Там была наша комната в коммунальной квартире. И вот я подрос немножко, там были голые провода, которые, там лампочка, наверное, какая-то была. Это именно на церкви. Церковь уже не работала, там какой-то институт был, какой-то ГИПРО проекты всякие. Вот. Так вот, и железная ограда такая была. Я взялся рукой железную ограду и за этот проводок. Вот и все. Я упал с этой штуки. Нормально, но жив. 3 электричество. Сколько можно? Хватит, я уже близко не подхожу к нему. А то найдут ведь как и ударить, вот, не знаешь откуда. Вот. Ладно. Так что на пороге великой тайны мы должны не останавливаться, а идти. Идти вперед к этой великой тайне-то. Мать по поводу каждодневных дрязг и споров в ашраме. Одни обвиняют других, они взаимно обвиняют друг друга, и все лгут, все искажено, ничего ясного. Я никогда не видела такого. С ужасным ожесточением, и мое тело сознает, что если хотя бы на минуту оно потеряет этот внутренний покой, то оно заболеет и умрет, наверное. Представляете, это в ашраме Шри Аурабинда. То есть она видит новым сознанием, что там происходит. Потому что старым сознанием может быть и вроде ничего. То есть все привычно. Но она отождествляется с этим и видит, что происходит. Вот вообще, какой гадюшник ее окружает. В этом святом, казалось бы, месте. И
И вот за то, что Сатпрем обнародовал все это, его же хотели убить даже. Он же рассказывал, как на него покушение было. Он все это обнародовал. Считали, что он врет, что там замечательные люди были. Не может такого быть, что он вот этой агендой вообще людей отвадил от этого ашрама, от Ауравили. Да нет, там все растет, идиотов много. Они плодятся и живут там. Ничего не отвадили вот эти вот его откровения матери переданные. Ничего, ходят туда, приезжают, все живут нормально. Ясно? Так что ничего страшного. Можно было бы и не хотеть его убивать. Так что за обнародование этой нелицеприятной стороны жизни ашрама его насельники люто ненавидели Сатпрема. Просто люто. Так что в любом коллективе кажущихся духовных единомышленников, собравшихся в одном месте и вознамерившихся устроить духовный оазис, обязательно возникает раскол, сопровождающийся постоянными конфликтами, ложью и сплетнями. Это закон. И выносить эту эгоистическую вакханалию, творящуюся на ее глазах, матери было крайне трудно. Но она держалась как могла и сохраняла ровность, сохраняла внутренний покой. Вот и все. Это ей помогало. То есть вырабатывала ровность. Единственное решение – невозмутимый покой. Это ощутимый покой. Это любопытно. Он плотный покой, словно можно к нему прикоснуться. Но вот супраментальная жизнь-то и строится на фундаментальном покое, вибрационном покое, который захватывает все части вашего существа. Покой ума, покой в эмоциональной сфере, телесный покой. Это действительно нечто плотное. Такой плотный. Вот слово «плотный покой». Вот плотный покой я ощущал, приближаясь к мощам, исполинов духа. Вот просто плотный покой. Входишь в атмосферу плотного покоя. Мощи излучают. Покой плотный очень. Именно покой, плотный покой. И вот ощущение собственно этого покоя. Действительно есть некая плотность. Но ты в ней пребываешь, а если со стороны кто-то, может быть, эта плотность, она и ощущается людьми, подходящими к тебе, имеющими восприимчивость этого покоя. Не все же этот покой воспринимают. Есть как бульдозер входит и все это самое, да, как механизм. А есть люди восприимчивые, они ощущают этот покой. И вот впервые вибрационная плотность, как бы безблагодатную плотность, была плотность безблагодатную, которую я ощутил в сентябре 1975 года. То еще задолго до того, как встал на путь сознательной духовной эволюции. Меня как врача и в качестве испытуемого пригласили принять участие в экспериментах по изучению воздействия на организм человека сверхвысокочастотных магнитных полей, СВЧ. Очень высокой частоты магнитные поля. Считалось, что они могут врачевать, лечить, то есть устанавливать в организме, в биологических системах какой-то, так сказать, определенный покой волновой. Вот. То есть там готовились к длительным космическим полетам, и там врача же нельзя с собой брать, да, там все ограничено, да, можно взять, конечно, а что он там может делать? Вот решили изобрести, попробовать прибор, который можно использовать на все случаи жизни, как врачующий, там включить, и он будет через посредство излучения наводить порядок в организм. То есть были вот такие исследования, я принял в них участие. Вот. Эксперименты проводились в медико-биологических целях в одной закрытой биофизической лаборатории в Москве, там в центре города это был. Вот. И в ходе этих экспериментов во мне неожиданно появилась способность осязать плотность вибрационного поля. Вот я входил туда, где работал, катушка называлась магнитная. Они ее выключали, при выключении катушки плотность увеличилась. Когда она работала, а выключенная, там поле набиралось. Вот я входил, чувствую, вот по пояс оно плотное, здесь уже ничего нету. Вот. За мной записали люди, которые меня пригласили. Вот. А потом они еще экстрасенсов туда нагнали. Те также описали.
То есть я, видимо, имел некие экстрасенсорные способности, совершенно не понимая, не зная. Вот я ощутил эту плотность. Я говорю, вот здесь так, вот тут вот возвышение, вот здесь все кончается, вот отсюда начинается. Все записали, оказалось, что там еще трек 3-4 тоже примерно так же все описали. То есть я ощутил безблагодатную плотность вибрационную, а потом вот с благодатью у мощей разных останков разных людей действительно высшей степени святости, потому что благодать, она буквально тебя с ног сносила в ряде случаев, тебя просто сбивала она такой мощью. Вот эта плотность благодатная. Вот там была безблагодатная плотность, но плотность вибрационная. И вот на этой магнитной катушке можно было какие-то острые заболевания лечить. То есть работает эта штука полчаса, то есть лежит пациент, полчаса работы, у него повышается температура, потом температура снижается, пора выключать, то есть его можно снимать отсюда. То есть идет получасовое облучение вот этими вещами, и воспалительные разного полиартрита, там ревматические артриты, они снимались. Это не что сейчас там продают какую-то муть, вам потыкают и говорят от всех болезней, от всех болезней. 2 бесплатно там где-то. Из 2 есть 1 бесплатно. Ну, знаете, чушь какую-то вот говорят. Чудодейственное средство. Там действительно я понял, мама моя там была, у нее было сильное воспаление сустава, сильное. Говорит, мама через 2 дня она встала на ноги. Ну, ее как испытуемую тоже. Такая штука сейчас используется, нет? А? Она сейчас используется? Я не знаю. Эта женщина, которая меня туда приглашала, очень интересная женщина. Вот. Я с ней потерял связь, не знаю. Я думаю, что используется где-то. Тогда вот там, где это проходило, туда приезжали большие люди, министр гражданской авиации Бугаев приезжал, там лечился, что-то ему там делали. Туда, когда всех изолировали, закрывали, говорит, сейчас приедет большой человек. Туда их туда впускали, что-то с ними делали. Сейчас не знаю. И не интересуюсь, и не хочу знать. Это были закрытые работы для космоса. Сейчас не знаю. Ну вот тогда я впервые осязал вот эти поля, форму поля. Странное переживание. Тело чувствует, что оно уже не принадлежит старому способу бытия, но оно знает, что оно еще и не в новом способе бытия. Оно уже не сметно, но еще и не бессмертно. Это действительно странно, одновременно словно полная немощность и грандиозное могущество. Но надо сказать, что в этом переживании матери тесно переплелись психофизические ощущения сметной жизни, которой принадлежало ее физическое тело. На тот момент ему 93 года было телу. И вибрационное ощущение пребывания в новой тонкой структуре супраментальной, в носителе жизни вечной. То есть немощное возрастное физическое тело и носитель жизни вечной как бы слились в ощущениях. Какое-то время оказались в одной как бы психофизической упряжке. Она ощущала конечность существования физического тела, одновременно ощущение жизни вечной вот новой структуры. Такой интересный момент был. Сила все время действует, она давит на материю с целью трансформации. И когда я сижу в неподвижности, я просто знаю эту силу. Надо сказать, что работа супраментальной силы в материальном мире не прекращается ни на мгновение, а только интенсивность ее все увеличивается. Так, ступенчато увеличивается, я понимаю. Именно ступенчато, чтобы дать возможность адаптироваться к новой напряженности и потом опять добавить. Не все время так, знаете, а ступенчато. Вот. И вам это становится хорошо известно на примере ее непрерывной работы в вашем физическом теле днем и ночью. Вот ночью очень хорошо, с вечера начинается вибрация, начинается гудение, ты ощущаешь, так сказать, ее работу. Иногда ночью просыпаешься, тело гудит как трансформатор. Бывало такое.
вот, гудит. И не спит, вот как проснешься, вот в этом состоянии, оно приятное состояние, ты просто лежишь, это приятно, и спать не хочется, ну вот это гудение. Вот. И поле действительно благодатное. Вот. Что касается меня, я полностью согласна со всем, что хочет Господь. Что бы это ни было, даже самые трудные вещи. Полностью согласна. Что ты хочешь, Господь, что ты хочешь. И в этом моя радость. Вот радость сдачи в руки Господа. Это вообще феноменальная вещь, представляете? Вам бы в чьи-то руки сдаться, да? Но не в плен, не к фашистам. А какому-нибудь мужчине или женщине: возьмите меня, полюбите меня, да? Ну не дай Бог, вот кому надо сдаваться. Вот там у вас все. И любовь, и радость, и беременность духовная, и все остальное. Я не против того, с чего я начал. Понятно? Но здесь, вот оно, здесь ты ощущаешь действительно благодать. Вот она, ни из чего. Благодать вообще ни из чего. На пустом месте, без объекта. Вот это сдача. Вы представляете? Я думаю, представляете. Но не представляете, а испытайте. И тогда будет понятно. И в результате у вас нет никаких трудностей. Нету, когда вы сдаетесь полностью в руки Всевышнего. И если даже они встречаются, ну, трудности по человеческим меркам, то они воспринимаются вами, ибо играющие, либо совершенно спонтанно разрешаются с помощью Господа. Очень быстро как все разрешается. Вот. И это действительно так, при условии, что ваш ум ни во что не вмешивается. Ум не включается, ни во что не вмешивается. И тогда все в порядке. Иногда тело охвачено такой нестерпимой болью, что хочется кричать, а минут спустя все совершенно прекрасно. А физические условия одни и те же, сознание то же самое. Так от чего же все-таки это зависит? Так вот, боль и блаженство в поле вибрации супраментальной силы – это одно и то же. Избыток блаженства вызывает боль, то есть избыток силы вызывает боль. Баланс или равновесие блаженства, сила избыточная – боль, и блаженство одновременно. Так что вы как-то с болью-то, ой, болит. Болит – это либо сигнал СОС, на что обратит внимание, либо вы не усваиваете энергию. Иногда бывает так, что вот у меня бывало, и периодически это бывает вот по поводу тела, что все, конец. Боль, вот как мне бабушка говорила, все тело болит. Вот все, а потом секунда, и все в порядке. Ничего не изменилось. В одно мгновение перещелкнулось, и все замечательно. То есть какая-то внутренняя регуляция происходит, что-то там типа оперативного вмешательства, вот когда больно, что-то там сделано, а потом раз, и все в порядке. В одно мгновение. Условия одинаковые, ничего не изменилось. Любопытно. Если по поводу возникающих болей, там, летучих или разных, ходить к врачу, то это несколько раз в день придется делать. Понимаете? Процесс трансформации, он очень интересен, избирателен. Вот там, где надо что-то сделать, энергия, то направляется в избытки. Ты вроде ощущаешь болевые... Я говорю только о костях, организм не болит. Внутренности жидкие, мягкие не болят. Только костно-суставная система отзывается. Ясно? Ну, что там болеть, там все жидкое. Там уже ничего не сопротивляется трансформации. А тут есть сопротивление такое, железобетонное. Видите, как интересно все. Так что радуйтесь, когда кости болят. Я всегда говорю, кто жалуется, ой, у меня кости болят, сустав, говорю, ну, значит, все в порядке. Все нормально. И чем дальше, тем чувствительнее это будет. Но тем благодатнее будет. Ты знаешь, о чем идет речь? Ну, немножко, знаешь. Ну, вот, видишь. Мать тоже знает. Я тоже кое-что получил опытным путем. Зато как порхаешь-то, когда все болит.
Вы даже не можете себе представить, насколько легко все. Не надо хулиганить. Я заслушалась. А? Заслушалась. Заслушалась? Ну ладно. Как суставы болят. Так что не спешите пугаться боли, если она у вас неожиданно возникла. Как возникла, так и уйдет. Понятно? Если неожиданно, то и уйдет неожиданно. А если медленно, но верно и нудно, может быть, там все-таки требуется какое-то вмешательство. Ясно? Это надо тоже знать. А так вот возникло сильно, и нету, и хорошо. А бывает состояние, вот у меня периодически бывали состояния какой-то тотальной анестезии. То есть вообще весь организм, он перестает вот чувствовать, не только боль, вообще, вот анестезия. Я не знаю, что такое анестезия, под наркозом не был, но, наверное, вот когда ничего не чувствуется. Вот ты есть живой, все шевелится, а тело не чувствует, как будто его нет. Это тотальная анестезия. И бывали такие периоды. Но они бывали когда-то давно, сейчас они реже. То есть нет этой тотальной анестезии телесной. Оно каким-то образом, путем отождествления, оно ощущается. Хотя оно не твое, ты с ним размежован, но если ты отождествляешься со всем сущим, то почему тебе с телом не отождествиться? Вот ты с ним отождествляешься тоже, как с инородным предметом. Понятно? Он же рядом находится, не в беспредельности. Вот поэтому, наверное, возникает ощущение, как некий барометр, когда добавляются энергетики, начинает вот ощущаться болезненность вот, костных структур, когда добавляется вот эта напряженность. Понимаете? То есть все, видите, как устроено рационально. Все настолько просто и настолько сложно для ума, а без ума все очень просто.